Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад Александра. В этом видео хочу показать свой второй посев из семян и расскажу, какие цветы буду сеять на рассаду в феврале. Поделюсь своими секретами посева однолетников и выращивания рассады цветов в домашних условиях. Какие цветы можно сеять на рассаду? Какие цветы растут из семян? Скажу я вам, что практически любые, но пальму первенства здесь держат однолетники, потому что у большинства из них длинный срок вегетации. От момента всхода семян до начала цветения нужно не менее 2, а то и 3 месяцев. Почему так долго, спросите вы? Потому что практически все эти цветы – это только в наших географических широтах, а не однолетники. А у себя на родине – где-нибудь в Южной Африке или в Средиземноморье, они многолетние цветы, растения, которые любят зимовать в теплых климатических условиях, где и зимы-то практически не бывает. Если вы посеете эти 10 цветов в феврале вовремя, то уже в конце апреля, начале мая они могут стать украшением вашей клумбы или террасы, покажут свои первые цветы и обеспечат обильное цветение вплоть до первых заморозков. И, кстати, посев таких цветов на рассаду на самом деле это намного проще, чем вы думаете. О том, насколько просто можно самому вырастить рассаду красивых однолетников в домашних условиях и получить рассаду цветов за несколько дней, я рассказала в предыдущем видео. Можете поискать его на канале. Ну что, поехали? Вот 10 цветов однолетников, которые стоит посеять из семян на рассаду уже в феврале. Под первым номером у меня колеусы. Колеус – это яркое травянистое растение, которое можно выращивать и в саду, и в комнате, на балконе, на террасе. В списке колеусов есть около 150 видов самых разных окрасок. Практически все они родом из тропической Африки. Поэтому-то колеус очень теплолюбивое растение. Для его выращивания нужно тепло и свет. При первых заморозках он погибает. Нужно вовремя пересадить взрослое растение с клумбы в садовый горшок, чтобы сохранить его для черенкования, если хотите. Я колеусы не черенкую. Нет, к сожалению, отапливаемой теплицы, где их можно так долго хранить. Использую посев семян каждый год. Мне так проще. Семена колеуса в феврале сею в большой садовый контейнер. Наполняю его верховым торфом с добавлением вермикулита. Семена колеуса прорастают через 5-7 дней после посева. Это растение очень просто вырастить. Даже новичок может его вырастить из семян. Но для красивого цвета листьев нужно много света. Если света недостаточно, растения будут иметь бледный цвет и длинный тонкий стебель. Посмотрите, какие красивые эти растения! Где лучше сажать колеусы? Конечно же, на солнечных клумбах. Они хорошо переносят прямые солнечные лучи, только не забывайте вовремя и хорошо поливать. Под вторым номером кустовая петуния, или как ее еще называют, петуния грандифлора и петуния мультифлора. Кустовые петунии и грандифлора, большецветковая петуния, и мультифлора, многоцветковая петуния, имеют небольшую корневую систему, которая развивается довольно медленно, поэтому семена такого однолетника лучше посеять в феврале. Для такой петунии обязательно нужна подсветка и парниковые условия выращивания на первом этапе, пока не появятся 2-3 первых настоящих листика. Далее рассада петунии растет довольно быстро. С момента посева семян до получения крепкого растения нужно примерно 6-8 недель. Поэтому я буду сеять семена кустовой петунии во второй декаде февраля. Температура для прорастания семян петунии 25-28 градусов Цельсия или 77-82 градуса по Фаренгейту. Используйте для посева мелких семян цветов, в том числе и петунии, рыхлый верховой торф с добавлением 10% вермикулита или агроперлита.
Кислотность почвы для посева семян петунии должна быть в пределах 5,8-6. Я обязательно обрабатываю почву перед посевом раствором фунгицида, а затем сею семена петунии в небольшие лунки. Поскольку семена петунии очень мелкие, они должны находиться на поверхности почвы. Не нужно их заглублять в почву. Также семена петунии прорастают, если есть освещение. Поэтому уже на 3-4 день после посева семян нужно обеспечить дополнительное освещение. Вы увидите первые ростки петунии примерно через 4-7 дней. Поместите их сразу в более прохладное место. Температура воздуха 18-20 градусов Цельсия или 64-68 градусов по Фаренгейту. Также нужно периодически проветривать молодые растения петунии и приучать их к более природной среде после выращивания в парниковых условиях. Петуния зацветает примерно через 3 месяца после посева и цветет непрерывно до поздней осени. Лучшие виды кустовой петунии – это петуния мультифлора, петуния грандифлора, а также петуния грандифлора софистика. Она мне особенно нравится. Посмотрите, как она выглядит. По третьим номерам лобелия кустовая и лобелия ампельная. Кстати, лобелию ампельную я уже посеяла в январе, чтобы получить более пышные растения. Но если вы еще это не сделали, можете сделать прямо сейчас. Лобелия – это компактное растение, которое очень рано начинает цветение. Чем же отличается кустовая лобелия от ампельной? Стебли кустовой лобелии растут вверх и формируют пышные компактные кустики в виде шара. Обычно я выращиваю кустовую лобелию ривьера. Этот цветок имеет очень мелкие семена, поэтому их нужно просто распределить по поверхности почвы и увлажнить. Через 7-10 дней вы увидите первые ростки кустовой лобелии. Для равномерного роста растению требуется хорошее освещение не менее 16 часов. Лобелия кустовая – это идеальное растение для низких бордюров и для выращивания в контейнерах. Под 4 номером вербена гибридная. Семена вербены хорошо прорастают, если их возраст не более 3-5 лет. Я обычно выращиваю вербену гибридную из семян. Лучшая почва для посева вербены – это легкий субстрат с добавлением песка или вермикулита. Почва для посева должна быть влажной. Семена вербены – такие себе палочки, прорастают под стеклом или пленкой. Как только появляются первые ростки, я перемещаю рассаду вербены в более прохладное и светлое место. Через месяц, когда растения немножко подрастут, пикирую рассаду вербены в отдельные садовые горшки. Под 5 номером пеларгония, или, как многие еще ее называют, герань. Но на самом деле это не герань, хотя принадлежит к семейству гераниевых. Пеларгония имеет крупные семена, но они прорастают очень быстро, если вы предложите оптимальные условия для выращивания. Нужно использовать рыхлый, слабокислый торфяной субстрат,
Обязательно добавьте агроперлит или вермикулит в соотношении 1 часть к 10 частям верхового торфа. Я раскладываю семена пеларгонии просто на поверхности почвы, не покрываю тонким шаром торфа, оставляю их открытыми. Как только семечко проклюнется, корешок найдет, где ему зацепиться, и лишь тогда я начинаю подсыпать почву вокруг этого корешка. Как только пеларгония сформирует 2 настоящих листика, это растение нужно подкормить комплексным удобрением для лучшего роста. Под 6 номером дихондра. Дихондра – это многолетнее растение, это вечно зеленое растение. Оно очень медленно растет, поэтому нужно сеять семена как можно раньше. Дихондра очень неприхотлива, выращивать ее очень просто. Семена прорастают через 7-10 дней после посева. Я пикирую дихондру в апреле в отдельные садовые горшки и в мае перемещаю на клумбы, там, где есть легкая тень. Семена дихондры стоят довольно дорого, поэтому рекомендую использовать более дешевый метод размножения – черенками. Под 7 номером алисум. Сладкий алисум или лабулярия – это неприхотливый цветок, который проще всего выращивать именно из семян. Семена у алисума очень мелкие, поэтому они часто продаются в инкрустированном виде. Так выглядят семена, покрытые оболочкой из специальных питательных веществ и фунгицидов. Обычно семена алисума я сею в середине февраля. Обязательно использую полиэтиленовую пленку или стекло, чтобы создать парниковый эффект для лучшего прорастания семян. Первые ростки появятся через 5-7 дней, если вы будете поддерживать температуру плюс 18 градусов Цельсия или 64 градуса по Фаренгейту. Но для более быстрого получения результата я поддерживаю температуру немного выше, плюс 25 градусов по Цельсию или 77 градусов по Фаренгейту. Как только семена проснулись, показались первые ростки, снижаю температуру и перемещаю растение в более прохладное место. Алисум не любит излишнюю жару. Лучше найдите для молодых растишек прохладное и светлое помещение. Под 8 номером гелиотроп. Гелиотроп – одно из моих приятных открытий в прошлом посадочном сезоне. Это многолетнее растение, которое в нашей зоне зимостойкости, а я нахожусь в зоне 5Б, выращивается как однолетник. Кусты растения компактные, высота примерно 25 см или 10 дюймов. Цветки мелкие, темно-синего или темно-фиолетового цвета. Я сею семена гелиотропа во влажную смесь торфа и песка. Создаю парниковый эффект. Первые ростки появляются через 10-12 дней после посева. А свои первые цветы гелиотроп покажет через 12-16 недель после посева, то есть как раз к началу мая. Под 9 номером бакопа. Бакопа – это очень нежный ампельный цветок. Быстрорастущее растение, ползучее, которое имеет побеги длиной до 50-60 см или 20-25 дюймов. Цветки мелкие, бывают белые, розовые, голубые. Когда нужно сеять семена бакопа на рассаду? Оптимальные сроки – это февраль и начало марта. Бакопа покажет вам первые цветы через 3-4 месяца. Обычно семена бакопы продают в виде дрожжей, мультигранул. Каждая гранула содержит несколько семян, поэтому будет несколько маленьких растений, которые нужно разделить и посадить в отдельные садовые горшки.
Лучшая почва для выращивания бакопы – это легкий и рыхлый субстрат с добавлением агроперлита или вермикулита. И, наконец, под 10-м номером остеоспермум или остики, как их нежно называют садоводы. Остеоспермум – это однолетники семейства астровые, который растет в естественных условиях в Южной Африке и Аравии. Семена у него довольно крупные, поэтому требуют покрытия небольшим слоем почвы. Цветки похожи на цветки хорошо знакомой нам ромашки, но они большие и имеют несколько оттенков цвета. Нежно-розовый, легкий фиолетовый, сиреневый. Очень необычная, как для наших географических широт, цветовая гамма. Остеоспермум можно черенковать. Это растение прекрасно размножается черенками. Хорошо зимует в теплице. Семена довольно дорогие, поэтому я использую ранний посев и затем черенкование для экономии. Молодые растения можно высаживать на постоянное место в саду после того, как исчезнет угроза возвратных заморозков. Ну вот, кажется, это все, что я хотела вам рассказать о том, какие семена цветов буду сеять на рассаду уже сейчас, в феврале. Надеюсь, что видео было для вас интересным и увлекательным. Не забудьте выразить свою поддержку каналу, поставить лайк, подписаться и прокомментировать. Скоро увидимся!